Поздним вечером в полицейском участке Ривертауна царил полумрак. Слабые лампы под потолком мерцали, отбрасывая на бетонные стены длинные тени. В узком коридоре, закованная в наручники, стояла Эмили, дочь Стивена Сигала. Девушку привезли сюда по ложному обвинению, но вместо того, чтобы разобраться, офицеры решили показать силу и самоутвердиться. «Говори правду, девочка», — ухмыльнулся один из полицейских, приближаясь к ней. Эмили молчала. Она смотрела прямо перед собой, и ее взгляд оставался холодным и твердым, словно сделанным из стали. «Что, немая?» — усмехнулся другой. Самый наглый вдруг сорвался. С криком он ударил ее ногой по лицу. Девушка пошатнулась, но удержалась на ногах. По щеке стекала тонкая струйка крови, но она не издала ни звука. Остальные офицеры захохотали, будто это было смешно. Никто из них не знал, что их веселье закончится в ту же минуту. Дверь участка с гулким эхом распахнулась. Холодный сквозняк прокатился по коридору, заставив пламя ламп, замерцав сильнее. В проеме показалась высокая фигура в длинном черном плаще. Шаги мужчины были тяжелыми и размеренными. Он еще не сказал ни слова, но напряжение в воздухе стало невыносимым. «Стивен Сигал», — прошептал один из полицейских, и смех мгновенно стих. Сигал подошел к дочери. Его лицо было непроницаемо, но в каждом движении читалась ярость, сдержанная до последней капли. Он одним рывком сорвал с Эмили наручники и откинул их в сторону. Потом медленно повернулся к офицерам. Его глаза были ледяными, и даже самый смелый не решился встретить этот взгляд. Первым рухнул на пол тот, кто ударил Эмили. Одно быстрое движение, и его рука оказалась вывернута под неестественным углом. Он закричал от боли. Второй выхватил дубинку, но Сигал выбил ее мгновенно и врезал локтем в грудь. Офицер отлетел к стене, потеряв дыхание. Третий замахнулся кулаком, но тут же был скручен и упал лицом вниз на холодный бетон. Коридор наполнился глухими ударами и стонами. Сигал двигался плавно, почти бесшумно, словно тень, скользящая по полу. Каждый его шаг был выверен, каждое движение точным и беспощадным. Никто из полицейских не успевал ни поднять оружие, ни даже отступить. Кого-то он оставил с вывихом, кого-то с глубоким синяком, кому-то достался удар, который будет напоминать о себе неделями. Это был не бой, а урок, холодный, жесткий и справедливый. Когда все стихло, по коридору стояла тишина. На полу лежали избитые и стонущие полицейские. Сигал смотрел на них сверху вниз. Его голос прозвучал спокойно, но от этих слов по коже пробежал холодок. «Запомните, мужчина, поднявший руку на женщину, уже проиграл». Он повернулся к дочери, мягко взял ее за руку и вывел наружу. Они ушли в ночь, оставив позади коридор, полный тех, кто теперь точно не забудет этот вечер. И если у кого-то еще оставались сомнения, то после этой встречи в Ривертауне знали одно — Стивен Сигал никогда не прощает несправедливость.